Братья Харди и Нэнси Дрю. Расследование. В главных ролях Шон Кэссиди, Паркер Стивенсон, Памела Сью Мартин. Сегодня братья Харди в доме с призраками. Это отель «Черный сокол». И там папа. Что еще скажешь? Я не верю своим глазам. Что папа делает в этом отеле, если сказал, что едет на озеро рыбачить? Даже если у него от нас секреты, я не хочу следить за собственным отцом. Ну, ему это не мешает. Здесь что-то нечисто, Джо. Одно мы знаем точно. Папа не на рыбалке. Дом с призраками. Придется идти за ним пешком. Стой. Только не туда. А как нам иначе узнать, что происходит? Я вообще не хочу знать, что происходит на кладбище. Что он делает? То же, что и мы. Крадется по кладбищу в темноте. Эй, он идет сюда. Уходим. Пошли. Что ты делаешь? Спятил? Он прямо за нами. Самое время красть таблетки от кашля. Я не таблетки краду, я снимаю отпечатки пальцев. Предупредим его. Стой. Нельзя действовать, не подумав. Папа неспроста умолчал об этом деле. Можем оступиться и все испортить. Но папа не знает о слежке. Уверен, папа 20 лет был копом в Нью-Йорке. Какой у нас план? Возвращаемся в офис, звоним папе в отель и сообщаем ему о слежке.
Келли, вспомни, что он сказал, даже если это тогда казалось неважным. Если тогда это казалось неважным, зачем мне вспоминать? Ну, Джо, мы обязаны рассказать ей, что происходит. А что происходит? Да что происходит? Мы не знаем. Прелестно. Келли, ты не заметила, вел ли себя отец подозрительно или скрытно? С каких это пор рыбалка подозрительна? С тех пор, как он не взял с собой удочку. Мы видели его пару часов назад в Эмметвилле. Ну, наверное, здесь какая-то ошибка. Я забронировала все для вашего отца на озере. Келли, Херби Солмейстер видел его вчера утром. Он выходил из отеля «Черный сокол». Мы позвонили, он был зарегистрирован, мы поехали туда. Что ж, на то должна быть причина, и, очевидно, это не наше дело. Я закончила с письмами, которые ваш отец мне оставил. Я бы хотела все закрыть и поехать домой. Мы закроем, хотим осмотреться. Да. Спокойной ночи. Спокойной. По-моему, она права. Мы не должны соваться в папины дела, когда нас не просят. Думаю, папа боялся нас вовлекать, и, возможно, теперь он в опасности. Отель «Черный сокол»? Номер мистера Харди, пожалуйста. Ты что? Он нас убьет, когда узнает, что мы за ним следим. Я так не думаю. Да, Фентон Харди. Нет, когда узнает, что за ним был хвост. Вы уверены? Он был там утром. Да, и когда? Хорошо, спасибо. Ну? Он выселился час назад. Ну вот и все. Он наверняка уже едет домой, чтобы рассказать нам все о деле. Не советую. Не с места! Я не вооружен. В чем дело? Хорошо, вернитесь в машину. Поедешь с ним за мной. Вперед! Кто вы? Всему свое время, мистер Харди, всему свое время. Давайте, поехали. Но постойте, одну минуту, это не зашло слишком далеко? Спускайтесь по лестнице. Симпатично. Сделали все своими руками или нанимали дизайнера? Мистер Харди, смею надеяться, что вопросы, которые я вам задам, вы примете очень серьезно. А если нет? Пробудете здесь очень долго. Да кто вы? Местные гангстеры, международный синдикат? Что происходит? Мистер Ригби будет задавать вопросы. Мистер Ригби. Ну так чего же вы хотите? Вы изучали могилу человека по фамилии Бронсон. Почему? Потому что меня за этим наняли, вот почему. Кто связывает Бронсона с клиентом? Интересы моего клиента конфиденциальны. Больше нет. Кто ваш клиент? Это также конфиденциально. Харди, мы запросто можем узнать, кто нанял тебя. О, тогда почему вы сочли необходимым мое похищение? Похищение? О, неужели вы думаете, что вас похитили? О, мистер Харди, как же вы далеки от истины. Вы можете идти. Как только скажете, кто вас нанял. Наука дактилоскопии. Слишком много вероятностей. Не могу найти новое дело, которое бы выделялось. Зато какую прелесть я нашел. Взгляни. Отпечаток пальца. Мальчики, уже почти 11. Сворачиваемся. С утра попробуем отследить последние папины шаги. Спокойной ночи. Зачем? Утром ваш отец вернется с рыбалки. Мне терпится увидеть, что он поймал. Так, что это вы от меня скрываете? Ничего, тетя Гертруда, мы в таких же потемках, как и ты. В каких еще потемках? Джо! Сколько еще мы им дадим? Дождемся, пока выключат свет. Дадим лечь спать. И тогда за работу. Пара пустяков, если знать как. Раз Харди не говорит, кто или где его клиент, попробуем найти информацию в его записях.
Поищи телефонную книжку или что-то такое. Я просмотрю папки. Ладно. Не вижу никакой телефонной книжки. Я точно слышал шум внизу. Эй, там зажгли свет. По-моему, это доносилось из папиного кабинета. Я закрыл дверь, как мы и обещали Келли. Ты уверен? Теперь она открыта. Они заходят. Фрэнк, берегись! Джо, ты как? Чудесно. Меня сбил поезд. Никуда не уходи, я вернусь. Никуда не уходи. А ты куда? Газуй, его мальчишка увязался за нами. Ты видишь то же, что и я? Сынок, на пару слов. Джо, тетя Гертруда. Фрэнк, где твои штаны? Джо, расскажешь офицеру, что Простите, случилось? мэм, с вашего позволения, мы бы хотели задать пару вопросов. Мистер Харди здесь, мэм? Нет, он будет завтра. Тем временем кто-то влез в его офис. На двери следы отмычки. О, да. Харлин, здесь и правда есть следы. Их ведь не было здесь раньше? Вы, приятели, сможете понять, пропало ли что-нибудь? Тут был ужасный беспорядок. Но я снял отпечаток с крышки картотеки. Чтобы снять отпечаток, нужно быть профи, сынок. Знаю, я профи. Вероятно, ты нашел свои собственные отпечатки. Или своего отца. Нет, я мог бы показать вам все в лаборатории. Лаборатории. Да, он совпал с тем, что мы нашли на таблетках от кашля. Таблетки от кашля. Таблетки от кашля. На кладбище. Значит, вы сможете разослать номер той машины всем постам? Какой машины? Каким постам? Они не включили фары, поэтому машины я не разглядел. Но раз отпечатки те же, наверняка это та же машина, что ехала за отцом в Эмметвилле. RFB-110. RFB-110. В общем, мы сообщим его по радио. Когда ваш отец утром вернется, скажете ему, чтобы сообщил нам, если что-то пропало. И извините, мэм, я даже не знаю, есть ли здесь место преступления. А между тем, ваши мальчики разъезжают по улицам в пижамах. Другими словами, идите в кровать. Кровать. Кровать! Ну, конечно! Вот бы мой сынишка также слушался. Мы свяжемся с вами утром, мэм. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мэм. Спокойной ночи. Итак, что здесь происходит? Кладбище Эмметвиль. Как это связано с вашим отцом? Все здесь. Что? Смотрите. Бронсон, кладбище Эмметвилля. То, где мы следили за папой. Тут сокращение. Точно не знаю, но думаю, это дом с призраками в Брукдейле. Вторник, 2 часа, Сани. Теперь я знаю, у всех есть ночные кошмары. Кто бы мог подумать, что папа верит в призраков. Но это последняя запись. Имя Санни, вторник, 2 часа. Это завтра. Это сегодня в 2 часа ночи. Будь я проклят.
Чувствую себя намного лучше, скажу я тебе. Мне станет лучше, когда мы найдем папу. Не вижу его машину. Дом с призраками. Извините? Мы ищем некого Санни. Гроб справа от вас. Добро пожаловать в дом с привидениями. Если вы пройдете испытание, мы с нетерпением будем ждать вас в главной крипте. Если нет, покойтесь с миром. Фрэнк, Расслабься, это как в парке развлечений. что-то мне не весело. Здесь должен быть выход. Никогда не начинай с очевидного. Круто. Даже младенец справился бы. Просто... Стоит найти младенца. без комментариев. Вот она. Вот это уже интересно. Ты не с ней встречался? Отстань, давай найдем Сани. Хоть ему весело. Может, он знает путь? Идем за призраком. И что теперь? Вот что. Здесь лестница. Сплошное однообразие. И излишество. Супер. А дальше что? Пойдем на музыку. Сюда. Поразительно. Нет, пора выбираться. Откуда тебе знать, что мы не ходим кругами? От всех этих парней. Не слишком обнадеживает. Интересно, как давно он здесь? Фрэнк. Я могу вам помочь. У вас заказан столик. Есть ли возможность поговорить с Сани? Когда он уйдет на перерыв? Мы бы съели пару бургеров и подождали. Прошу сюда, джентльмены.
Это ваша официантка Мэдж. Хорошего вечера. Что будете заказывать? 2 колы и чизбургеры. А с чем они? Каждый ингредиент платно. Зачем тебе содержимое чизбургеров? Мы здесь по делу. Раз мы за них платим, они должны быть как мы любим. Мы ищем Сани. Скажите ему, чтобы подошел во время перерыва. Конечно. И ты называешь себя детективом. Хотел бы я видеть, как ты ведешь слежку без перекусов на каждом углу. Я растущий организм, мне нужна пища. Кажется, мы нашли Сани. По-моему, он не в восторге от встречи с нами. Пошли. Проверь дом с той стороны, я пойду на парковку. Сани! Сани, где ты? Сани! Сани? 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 Вы чего? Что тебе надо от меня? Кто ты? А вы кто? Что вам нужно от моего отца? Твоего отца? Да, Фентон Харди, вы должны были с ним встретиться. Ты сын Фентона Харди? Да, я волнуюсь за него. Как ты узнал обо мне? Могу я сесть? Вы довольно тяжелый. Мой отец исчез, и я полагаю, что вы каким-то образом к этому причастны. Почему я должен тебе верить? Мой отец работает на вас? Да, но он соврал мне. Он говорил, что никому не расскажет. Он не соврал, я нашел блокнот в его спальне. Кто-то тоже искал этот блокнот, они влезли в дом сегодня ночью. Я должен убираться Никуда отсюда. вы не уйдете, пока не расскажете мне об отце. Папа мог попасть в беду, помогая вам. Ты меня подставил! Ты! Сани! Фрэнк! Джо! Что случилось? Я нашел Сани. Он сбежал, он ужасно напуган. Я пойду за ним. Я с тобой. Нет, уже почти 2. Иди внутрь и жди папу, а я попробую найти Сани. А если он не придет? Доставай мотоцикл и езжай за мной. Хорошо. Харди. Время выложить карты на стол, мистер Харди. Я был копом 20 лет. Я довольно неплохо читаю карты. Полагаю, вы продемонстрируете мне свои значки. Значки? ЦРУ, ФБР, военная разведка, военно-морские силы, скорее всего. Ботинки, стрижка, у вас эмблема ВМС на зажигалке. Во что я себя втянул? В болото. Вы помогаете молодому человеку. Не знаю, за кого он сейчас себя выдает, но он нам нужен. Зачем? Кто он? Он был военно-морским атташе, работающим на НАТО. Он не появлялся 2 суток. Военная полиция нашла его разгуливающим без штанов в мороз. Его воспоминания о событиях последних 48 часов полностью отсутствуют. Вы пошли на многое из-за попойки морячка. Он был военным атташе при командире Бехолце. Он был в курсе всех секретов НАТО. Его сознание дошло до нас в виде чистого листа. Наверное, с ним произошло что-то ужасное. Тогда зачем вы его отпустили? Мы его не отпускали. Он сам сбежал из госпиталя. Что будет, если я скажу вам, где он? Что-то запустило его память. До этого он не знал фамилии Бронсон. Возможно, сейчас он заполнит этот 48-часовой пробел и поведает нам, что произошло. Похоже, у меня небольшой выбор. Если, конечно, вы говорите мне правду. Это правда. Ну ладно. Я привезу его к вам. Ты ведь не дашь ему сорваться с крючка? Разумеется, нет. Иди за ним. Мне нужно разобраться с этой могилой. Сейчас? Когда же еще? К утру вся эта затея может провалиться. Ступай и не упусти его. Здравствуйте, это Ригби. Мне нужна рабочая сила прямо сейчас. Это ты, Фентон?
Где ты? Ты не знаешь, что здесь происходит? С тобой все в порядке? Абсолютно, Гёрд. Я же говорил, что до утра меня не будет. Но Фрэнк, и Джо, и полиция, и эти ужасные взломщики Погоди, Гёрд, не чисти. Что происходит? Где сейчас мальчики? ищут тебя. Они поехали в Брукдейл, в дом с призраками. О, нет. Слушай, когда дадут о себе знать, скажи им, чтобы возвращались и ждали вести от меня дома. Я на очень щепетильном задании, все может рухнуть в одночасье. Тогда тебе лучше вернуться прямо сейчас. Пускай полиция разбирается. У меня клиент, требующий конфиденциальности, Гёрд. Я обещал ему, и он ее получит. Я на пути в Эмметвиль, нужно защитить одну улику. Увидимся утром. Да, но что, если мальчики не вернутся? Если случится что-то серьезное, ты вызовешь сюда в Эмметвиль полицию. Скажешь, что меня можно найти на кладбище. На кладбище? Не волнуйся, со мной все будет хорошо. Просто не говори мальчишкам, где я. По рукам? По рукам. Сани! Сани! Слушайте, я устала. Мы закрываемся. Мне надо сдать всю выручку. Что значит, вы не можете заплатить за эти 2 чизбургера? Я не могу за них заплатить. Мне просто нечем. Деньги у брата. Эй, Мэдж, ты нас задерживаешь, из-за тебя мы не можем закрыть отчет. Да. Скажи это ему. Говорит, что не может заплатить за 2 чизбургера. Ах да, что с ними было не так? Вы их вернули? Вернул? Он их оба съел? Сказал, что брат за него заплатит. Мне жаль, но я рассчитывал встретиться здесь с отцом. Он детектив, Фентон Харди. Детектив? Позвоните в участок, его там все знают. Полицейский участок? Меня сюда привели кое-какие неприятности. Я оставлю вам часы и бумажник. Я вернусь и все улажу. Хорошо? Он сказал кое-какие неприятности. Так и сказал? Слушай, Мэдж, это может навредить бизнесу. Держи язык за зубами. Не хочется кого-нибудь вспугнуть. Сани! Сани! Сани, мы хотим помочь! Фрэнк! Сани, мы хотим помочь! Фрэнк, где ты? Джо, сюда! Отец не пришел. Это плохая новость. А что с Санни? Он сменил курс и побежал вниз. Ладно. Уилл? Да не переживай ты из-за этого. Такой красотке это не к лицу. До встречи. Ладно, пока.
Уилл? 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 Да где ты? Добро пожаловать в дом с привидениями. Заперто. Я же говорил, они закрываются. Он должен был вернуться. Его следы вели сюда, и на парковке еще 2 машины, кроме нашей. Должен быть другой вход. Поищем. Фрэнк? Я нашел. Супер. Стой, минутку. Там 2 машины, кроме нашей. Если одна Сани, то чья другая? Какая разница? Нам нужно найти Сани. Может и есть разница. Уилл? Мы можем все разъяснить, Уилл. Уилл, обещаю. Я просто хочу поговорить с тобой. У меня странное чувство, будто за нами следят. Сани! Если он раньше не хотел говорить, то и сейчас не станет. Уилл? Уилл, ты здесь? Нам надо его найти. Он ключ к тому, что случилось с папой. Уилл? Уилл? Сани! Уилл? Тогда мы отсюда выбрались. Тогда мы шли на музыку. Теперь я ее не слышу. Уилл, нам надо все Я обговорить. слышу голоса. Уилл, я заберу тебя обратно с собой. Нет. Наверное, они из следующей комнаты. Прекрасно, где она? Я всегда желал тебе добра, ты же знаешь. Ты здесь не для того, чтобы помочь мне. Почему ты так говоришь? Ты знаешь, кто я? Да. Я тебя знаю. Ты знаешь меня из прошлого. Ты начинаешь вспоминать. К тебе все возвращается. Что очень плохо. Сани? Сани, мы хотим помочь.
Если бы ты не сбежал в Европу, мы все могли бы разрешить. Мы и сейчас можем все разрешить. Нет. Нет. Уилл! Вернись, Уилл! Что это было? Сани! Нам просто нужно поговорить. Нет! Нет, он охотится за мной! Прочь с дороги! Ты должен кому-то довериться. Беги! Скорей сюда! Выведите меня отсюда! Да где же вы были? Я до смерти переживала. Мы в порядке. Папин клиент у нас, но он в беде. Какой беде? Не бойся, теперь все под контролем. Надеемся, он приведет нас к папе. Ваш отец жив-здоров. Я всего полчаса назад с ним разговаривала. Он звонил? Откуда? Ну, Он ехал проверить, что ничего не стряслось с его уликой. Какой уликой? Неважно. Немедленно возвращайтесь домой. Приказ отца. Дай. Тетя Гертруда, отец не знает, что его клиент у нас. И что кто-то пытается его запугать. О, боже. И кто-то может преследовать нас прямо сейчас. Где папа? Он поехал на кладбище в Эмметвилле. Эмметвиль, спасибо, тетя Гертруда, мы будем на связи. Но Фрэнк! Пока, тетя Гертруда. Вы слышали? Отец из-за вас рискует своей шкурой, как и обещал. Так в чем дело? Что этому человеку от вас надо? Ко мне все возвращается, но по частям. Что возвращается? Я был в военном госпитале, в МС. Мне пытались вернуть память. Я пережил какой-то шок, и я не хотел вспоминать. Вспомнить что? Кем я был, что со мной случилось? Мне сказали, что я работал на наши вооруженные силы в Европе, что я знал всевозможные тайны, которые пошли бы на руку врагу. Однажды я исчез на 2 суток, и в то же время пропали очень важные документы. Когда меня нашли, я не знал, кто я и что со мной случилось. Поэтому, чтобы избежать международного скандала, когда кто-то продал наших союзников, они выдали историю, что меня нашли мертвым. В конце концов, я все равно не помнил, кто я. Так кто пытается вам навредить? Тот, кто действительно нас продал. Кто это? Я не знаю. Думаю, знаете. Думаю, вы можете узнать того человека, поэтому он за вами и охотится. Ты не понимаешь? Если я скажу вам, он станет охотиться и за вами. Там папина машина. Но его не видно. Вы оставайтесь в машине. Если я не вернусь через 5 минут, езжайте за подмогой.
Я пойду туда. Он велел ждать. Я оставлю ключи. Если не вернусь, уезжай как можно быстрее, понятно? Фрэнк, Я же говорил оставаться в фургоне. я за тебя волновался. Ты видел папу? Нет, не могу его найти. Я решил, что он наверняка придет на ту же могилу, что и раньше. По-моему, на ней написано Бронсон, но я не могу найти ее. Я поищу вместе с тобой. Кто-то должен быть Санни. Что если он сбежит? Это наша единственная связь с папой. Я вернусь и приведу его. Хорошо, я продолжу поиски. Джо! Папа? О, слава богу. Ты в порядке? Я подвернул ногу, но это пустяк. Кто это с тобой сделал? Ребята из ВМС разведки. Не думаю, что они хотели меня покалечить, но они также не хотели, чтобы я видел, чем они А занимаются. чем они занимались? По моим догадкам, они пытались выкопать пустой гроб. Зачем им это надо? Они сфальсифицировали смерть Уилла Бронсона. Ты знаешь его как Сань. Он сделал что-то, что смутило наших дружков военных. Продал какие-то секреты? Я в курсе, но он этого не делал. Он сказал нам... Сказал вам? То есть к нему возвращается память? Да. И кто-то пытается его заполучить. Он может быть в серьезной опасности, Фрэнк. Где Джо? Проверяет, на месте ли Санни. Ладно, ты береги ногу. Я позову на помощь и попытаюсь найти Джо. Здравствуй, Уилл. Здравствуй, командир. Мне больно, что так вышло. Ты был мне как сын. Я чувствовал тоже. Вы были мне как отец, которого у меня не было. Я не мог поверить, что вы это сделали. Я бы не смог поверить. Может, поэтому я стер воспоминания? Не стоит сотворять себе кумиров, Уилл. Все мы люди. Если бы ты только дал мне шанс объяснить. Как вы сможете объяснить это предательство? Меня шантажировали за то, что я сделал, Уилл. Что-то человеческое, но это стоило бы мне всего. Карьеры, семьи. Я не думал, что проданные мной бумаги были настолько важными. Это не вам было решать. Тебе придется пойти со мной. Ты поведешь. Джо! Джо, ты куда? Джо, погоди, стой! Что ты делаешь? У меня его пистолет! Держите, держите, держите его! Подрежь его, пап! Здрасте.
О, спасибо. Знаешь, чего я не понимаю? Зачем фальшивая могила? ВМС подозревали Уилла в предательстве, поскольку он пропал в то же время, что и бумаги. И чтобы выиграть немного времени, они для прикрытия придумали историю о его смерти. Мы многое предусмотрели. К несчастью, мы знали, что мистер Харви прикажет разрыть могилу. И миф ваш рассыпется. Поэтому пустой гроб мы вытащили. Спасибо. Мы просто пытались защитить тебя, Санни, Уилл. Мы были уверены, что ты не трогал документы, но мы не знали, кто это был, и ты не мог нам помочь. Так когда Уилл исчез, он выдал себя за того, кто на самом деле украл бумаги. Да, кое-кто решил, что он сбежал, так как был виновен. Я никогда особо не верил в амнезию. Я не мог поверить, что командир пошел на это. Я просто сломался. Что теперь будет с командиром? Тоже, что и со всеми, кто нарушает правила. Придется платить. Что ж, думаю, ВМС будут довольны отчетом и... Мистер Харди, я хочу поблагодарить вас и ваших ребят. Ну, дайте знать, когда в следующий раз ВМС разведке понадобится помощь в деле, и посмотрим, свободны ли будут ребята. Мой герой. Что, ноль без палочки? Роли озвучивали Александр Климов, Иосиф Уманский, Георгий Ерунков, Илья Хайко, Лев Ковалев, Дарья Демидова и Александра Ларионова.